муки выбора донора для планшайбы. По крайней мере, в данном случае выглядит так. Чтобы установить сюда токарный патрон, вот примерно такой, это 125, нужно изготовить планшайбу, но планшайбу непростую, ввиду того, что стандартные советские патроны, а именно такой я собираюсь сюда устанавливать, не имеют сквозных отверстий крепления. Крепежные отверстия расположены сзади, то есть в данном случае со стороны поворотного стола. А поскольку сверлить насквозь этот поворотный стол очень не хочется, придется изобретать хитрую планшайбу. И тут мне на глаза попалась вот такая вот деталь от редуктора заднего моста. Диаметр стола в данном случае 150 мм. Вот эта штука буквально на несколько миллиметров меньше, что, конечно, не в плюс, но терпимо. И вот подумывается мне задействовать вот этот выступ для формирования посадки патрона. И в итоге получится, что я не буду стачивать толщины основного металла для посадки, стачу лишь центр. А здесь нужно будет только убрать ребра, вот, то есть отторцевать. Ну и проточить внутренний поясок, в который позже буду вставлять специальную центровку на базе конуса Морзе 2. Именно такой здесь в центре стола. И диаметр внутреннего вот этой шайбы. Для начала я хочу сделать на черновую посадочный поясок с большим припуском. То есть отторцевать всю эту поверхность, потом перевернуть, зажаться уже за этот поясок, может быть и за наружную часть посмотрим, и отторцевать обратную сторону, а потом уже подогнать точно сам поясок. Очередная несгораемая светодиодная лампа сгорела.
Переустановил заготовку обратной стороной. Очки еле-еле цепляются за выступ. Имеем поворотный стол, имеем планшайбу. Для ее центровки необходимо будет вытащить сюда конус и выступ с диаметром вот этим. Будет одеваться патрон. Использовать нужно либо эти отверстия, либо сделать новые прорези вот здесь. Не хочется ставить вот сюда большей толщины планшайбу, я специально сделал ее тонкой. Смысл в чем? Сейчас стол максимально опущен вниз. У меня стандартный НГФ. Я никакие ходы столов не изменял. Высота до шпинделя тут всего ничего. Конечно, с большим вылетом
Никто ничего тут фрезеровать и не будет, потому что иначе деталь просто будет вот так вот водить. И с большим вылетом, то стол нужно ставить уже вертикально, подставлять заднюю бабку. Когда пытаешься всячески кроить, подгонять уже имеющиеся детали, а не точить новые, неизбежно возникают трудности и проблемы, которые заставляют в итоге отклониться от задуманного. Получилось, что диаметр отверстия
на фланце слишком большой. И вот эта пятка, которая будет центрировать фланец, имеет больший диаметр, чем проходное отверстие в патроне. То есть в итоге с этим фланцем, ну, если, конечно, я не буду изготавливать еще и переходную шайбу, хотя это можно сделать в любой момент. Вот именно в таком виде через патрон его вынуть не удастся. Пока оставлю как есть. Уже испытаю саму планшайбу, патрон. Если понадобится, то переделать никогда не поздно. В данный момент остается только сделать пазы для крепления планшайбы, просверлить отверстие для крепления патрона внутри и изготовить спецболты. И вот от этого будет зависеть исход использования этой конструкции.